Добрый день, наши боженые и приятные. Мы с вами на острове Кижи, в усадьбе Ошевнева. Вот этот дом 1876 года постройки. Вот, я Олег Скобелев, заведующий сектором хозяйства. Вот. Ну, остальных сотрудников мы представим, когда они начнут работу. А пока мы скажем, что вот гряды – это поливные культуры. По-занежски назывались грянья, поэтому располагали грянья там, где ближе воду носить. Если картошка была на задворках, она полива не требует, то вот здесь надо поливать, поэтому на берегу. Видите, земелька тут какая черная, хорошая. Все говорят, привозная, нет, это у нас такая. Вот Вера Андреевна у нас берет воды, вода сейчас уже в озере теплая, видите, вон тростник пошел расти. Можно поливать, не подогревая на солнышке. Из-за Нежана они держались в питании, в общем-то, строгих правил дедовских. Занежская триада, так сказать, знаменитая, это брюква, редька, лук. Брюква, вот она сейчас у нас тут практически под ногами. Вот это вот растение, напоминающее капусту. Если кто рассаду капусту выращивал, ее иногда так и звали. Брюква – это земляная капуста, а настоящая капуста – это клубовая капуста. Тут называли не вилки, не кочаны, а клубки. Ну, по аналогии, как вот клубки шерсти, клубки льняной нитки, так и у клубовая капуста – это вот эта кочанная. Брюква – это единственная культура, которую земству удалось внедрить в крестьянское хозяйство. Как они не пытались садоводство, в общем-то, всякие новаторские культуры внедрять, крестьяне ничего не ели. Вот это вот интересная очень черта, строгость в питании. Ведь многие даже, допустим, если брать грибы, не собирали белые грибы, красноголовики, подосиновики, говорили, все это, всякие эти грибы называли, кстати, в Занежье губами. Губы собирать, вот так вот говорили, сбирать. Вот. Брали только волнухи и грузди, белые и сухие, а черные грузди не брали. Так и здесь. Лук, брюква и редька. Вот лук, конечно, у нас, видите, это посажен севок. К сожалению, нетрадиционно, потому что крестьяне сажали семейный лук, сажали большие луковицы. Они в пучках у них или в сетках старых рыболовных всю зиму у печки, в общем-то, хранились в сухом месте. И на еду брали, в общем-то, себе, а не очень, не особо крупные, средние луковицы, их сажали потом в гряне. И они, семейный лук, отличается от севка тем, что севок дает одну луковицу за сезон, а там семейная луковица делится на 4, 5, 6 даже бывает, если плодовитая. То есть гораздо больше прибавки. Вот. И, соответственно, вот так вот выращивали. А редька, вот она на дальней гряде, такая яркая, салатового цвета, как бы сказали. Редька была удивительная. Сейчас считают, что белые такие длинные редьки, дайконы так называемые, что это китайская, японская культура. Оказывается, что в Занежье традиционной редькой была именно продолговатая белая редька. Вот. Именно не черная. Черную, как говорили, принесли финны с оккупацией. От финнов она произошла. И была такая удивительная редька, что ее сеяли, пока еще лед стоит. Вот у нас тут, видите, озеро. Пока здесь еще закрыто льдом, в начале мая уже сеяли редьку. Она холода не боится, но зато нету бубарки. Бубарка – это такая зелено-коричневая бложка, которая бывает все вот эти крестоцветные, брюкву, редьку заедает до смерти, настолько она плодится. Ее еще нету, когда холодно, а редька растет, и она не зацветала, что самое удивительное. Был такой сорт. Сейчас ведь, если кто занимается дачей, огородами, знает, что редька Петровская, Ивановская, ее сажают в июле, сеют, потому что день нужен короткий, иначе она за лето успевает 2 цикла процвесть, дать семена, а у тебя корнеплод получится весь такой жесткий, как леской пронизанный. А раньше была вот такая удивительная редька, которая не зацветала, не цветушная. И, в общем-то, этот сорт был утрачен, так же, как кишская гречиха, занежская гречиха, шуньская капуста была северная. Вот когда пошли колхозы, совхозы, все эти местные сорта были утрачены. И вот, соответственно, когда брюквочка отрастет, видите, как часто
она так часто, конечно, не будет расти. Это растение мощное, вот такой бывает у ней, собственно, клубок такой, корнеплод, с 2 килограмма с голову ребенка. Оставляет на гряде 2-3 всего в рядку. А остальные мы пересадим на другую усадьбу. То есть она хорошо переносит рассаду. Рассадой, в общем-то, можно ее размножать. Даже если хочешь брюкву пораньше, то можно в рассадничке ее вырастить на окошке. Ну, у нас, собственно говоря, она успевает вырасти. Мороза она не боится, как и капуста. И даже считается, когда ее прихватит морозцем в сентябре, в октябре, слаще такая брюква. Она использовалась, прежде всего, ее запекали в печи, делали печенки. Даже есть сказка «Девочка-печеночка». Это как раз вот эта вот оранжевого цвета печеная брюква, которая считалась лакомством, сладостью. Но на крайней гряде такое загадочное растение. Что это такое? Похоже на одуванчик отчасти, да? И даже есть млечный сок, как у одуванчика. Это цикорий. Это такой крестьянский вид кофе. Ведь кофе как делали? В основном из ячменного зерна. Помним мы эти напитки колос советские. Ячмень также крестьяне в печи прижаривали на сковородке, подрумянивали, чтобы он так чуть-чуть был прижженный. Потом мололи. И, в общем-то, его пили с топленым молоком, что интересно. Вот. А цикорий делается то же самое из корня. Это растение двухгодичное. Первый год формирует корни, второй год процветает, и его копают потом. Вот видите, зацветает уже. Осенью выкопаем, будут такие конусовидные корешки белые. Их моют, очищают, режут на кубики и на противне или на сковородке калят в печи. Тоже, как и кофе, тут важна обжарка. Если ты хочешь не такой крепкий, можно бледненький сделать. Если прижаришь, у тебя будет цикорий крепкий. И потом его мололи на мельничке обычной и заваривали в горшке в печи. Получалось такой вот из цикория кофе. Но это занимались не все крестьяне этим. Большинство делали, конечно, богатые покупали колониальный товар, так сказать, кофе в Петербурге, в Петрозаводске. А те, кто попроще жизнь вели, они из ячменя делали свой ячменный кофе. Но кофе, что интересно, при такой, казалось бы, строгости в питании, вот даже редко кто выращивал морковь, хотя она росла, редко кто выращивал свеклу, а вот кофеек обязательно пили, хотя считали это грехом. В посты его не пили, грешный кофеек. Но в основном потому, что это был практически как чешский кофе на молоке, можно сказать. То есть никто не пил черный кофе. А там молока, в общем-то, часто и заваривали на молоке. Вот такой это был интересный напиток. Ну а это как раз мать с дочкой. Дочка тоже поливает, да, это Виктория и Вера. Вот они ухаживают, все это плод их ручек, рыхлят все это, чистят от сорняков, вот, и потом, соответственно, осенью будем снимать урожай. Ну, спасибо за внимание. До следующих встреч.